Всем привет, с вами Марисен и Гэри Грей. И это новое семейное реалити-шоу SkyFM на русском YouTube. Не знаю, какое там семейное, но новое реалити-шоу от нас, мы продюсеры ребят. Я хотела вам сказать, как мы вообще решили взять и создать новую команду, потому что у нас был EXO-тим, который нам надоел. Если честно, на тот момент было очень много таких странных ситуаций, и мы решили, а создадим-ка мы новую команду для того, чтобы была новая кровь, новое дыхание и новое вдохновение. И знаете, у них это получилось. SkyFM и EXO-тим две разные команды, да, от одних ребят, но это не вторая команда, это не команда номер Б, там вот такие сравнения мы не хотим. Они это совершенно разные. другая команда с новой атмосферой, с новыми идеями, с новым креативом, там, с новыми людьми. И поэтому я думаю, что вы просто офигеете от них. Они еще взорвут. А сейчас знакомьтесь с ребятами. А мы вас очень любим, ваша Марисен и Гэри Грей. EXO. О, Милди! Милди любит любить и ждет любовь от всех и всего мира. Ребят, Лина у нас тихоня, и я вообще не знаю, что от нее ожидать. Но, как говорится, в тихом омуте черти водятся. Посмотрим. Бенет — это как раз тот человек, который заряжает своим смехом просто всех вокруг. Человек на позитиве, и как раз за это мы ее и любим. А еще она меня поддержала в достаточно сложный период в моей жизни. У Елисея просто потрясающее тело. Если вы увидите его торс, то вы просто провалитесь сквозь землю. А еще я вам не советую смотреть в его глаза, потому что вы просто улетите куда-то в космос и потеряете связь с реальностью. Лера — это просто кэш. Она очень любит поговорить, и ее просто очень много. Аля красотка, и для 18 лет она очень мудра и самый милый человек в команде. Рус – лидер и альфач. На его счету много разбитых женских сердец, а еще он душа компании. Но что-то все-таки в нем не так. Тема милый и добрый парень, который вызывает положительные эмоции, пока что. Но я думаю, время покажет. Софа, она лидер, по крайней мере, строит из себя лидера, но на самом деле она очень добрый, мягкий человек, который, знаете, как цветочек, просто хочется взять, обнять, затискать. Всем привет, меня зовут Эмиль, я блогер из лейбла Лиги, по совместительству молодой человек Алии. Надеюсь, этот проект будет очень интересный. Привет, я Рома, и я директор команды SkyFM. В какой-то момент ребят стало очень много, поэтому мы с продюсерским центром решили, что им пора жить вместе в квартире. Короче, у всех так получилось, что все опаздывают, но все придут в одно и то же время. Ну что ж, первый день я приехал в Икею. Почему-то я оказался одним из первых, что странно. А я нет. Ну, я приехала попозже, чуть-чуть. Чуть-чуть. На сколько? 1,5, по-моему, часа, да? Нет. Вот это 20 минут, да? А, у вас приложение? Я открываю приложение, там есть система навигации тоже дополнительная, чтобы посмотреть, сколько времени от тебя до человека. Я смотрю, там пишет 35 минут. Она пишет 20. Кошмар. Ну ты же, перед тобой телефон, ты знаешь, что тебе ехать 35 минут. Зачем писать 20? Ну, то, что думаю, что доеду за 20. Да. Преуменьшаю на 10 минут. Нет, это не так работает. Я всегда так делаю. Ой, это кто? Она умудрилась еще выучить. Для меня, кстати, было немножечко открытием, что я опоздала даже больше, чем Лера. Я думаю, мне никто не переплюнет, честно говоря. Но нет, я тут. Да, дошла. Я с другой стороны зашла. С другой стороны сниму. Спокойно, спокойно. Ребят, я плакала просто. Серьезно? Аля прекрасно знает, как я отношусь к таким мелким недоговариваниям и небольшой лжи, которые не во благо. По сути, никаких бы проблем и ругани не было бы. Ну, опаздываешь, ну, что поделать. Нифига! Напиши, 35 минут ехать, все, зачем писать? Подожди, Мне ты 20 минут гонишь. ехать. Ты гонишь? Нет. Да. Здравствуйте.
А можно мне как себе вот прям... Да, я буду матчем на кокосовом. Сейчас еще ребята должны подъехать. Мы К скольки они должны подъехать? Мне кажется, к 6. Да, к 6. Пока мы ждали ребят, когда они к нам приедут, была жуткая суматоха, мы бегали, и мы решили с Милди выбраться в ближайшую кафешку для того, чтобы посидеть и обсудить происходящее. Что рассказывай? Чувствовай. Что тебе рассказать? Чувствовай. А можно это взять или это занято? Мне кажется, это чье-то как будто бы. Так это чье-то, может, Я нет? право... Как будто упала. Может, это чье-то? Ну, там что-то лежало, наверное, Ребят. я не понимаю. Ну да, я украла тележку, и что? Мам, вот, знаешь, типа Елисей приедет, а он просто не приехал? Ну да. А где Елисей? Позвони ему. В общем, я на съемках, вечер, мне звонит телефон, Бинет. Я поднимаю, и она говорит: Елисей, мы вот сейчас в Икее, почему ты не с нами? Я такой, ну, как бы, я на съемках, и Рому предупреждал лично, что меня не будет. В эти дни у меня съемка. А еще нам просто Рома не передал, но, блин, я так расстроилась, что тебя не было на самом деле. Интересно. Блин, просто мы думали, что мы все вместе подберем, чтобы, я не знаю, вместе выбрать, вместе подарить. Ладно, окей. Ну, блин, окей, ну спасибо. все. Ладно, окей, пока. Потом. Это жесткая. Еще Лера, блин, добавила. Это некрасиво с твоей стороны. Я ей подробнее всех рассказываю. Вот у меня короткометражный фильм, у меня роль 3 дня, я буду сниматься на улице на морозе и так далее. Она такая: это некрасиво, блин. Память у нее как у рыбы. Вот реально, вот это меня выбесило жестко. Вообще, на самом деле, у меня очень много опасений, в принципе, насчет всех ребят. Вот, в принципе, насчет всех, потому что я всех люблю, мне все очень дороги, но у каждого есть какие-то свои вот такие нюансы. Ну, понятное дело, сейчас еще бытовухи сколько Да, будет. да. Я уже 2 хаоса прошла, и я хочу сказать, вы что это понимаете, просто да. жесть. Сразу поняла, что мы нормально будем жить, потому что, ну, может быть, из-за моего опыта, опять же, но я прям в тебе себя отчасти вижу, поэтому я знала, что все нормально У меня будет. также. У меня чувство, что у нас с тобой коннект. Я Да. чувствую, что мы очень похожи морально. Например, с многими девочками, нашими даже, я не чувствую такого. И поэтому, когда нам сказали, что мы вместе будем Да, жить, я на тоже комнате, обрадовалась. я... Ну, или ты не обрадовалась, Я изначально думала, что все будет супер. Да и, в принципе, вначале нормально все было. Просто момент притирки, момент бытовухи как бы тоже сыграл свою роль. Алло. Алло, Лер, привет. Привет. Ты как? Да все супер. У вас как дела? Как вы вообще переехали? Как вы живете? Ребята как бы все новые. Плюс, ну, типа, сама же понимаешь, с Милди живу в одной комнате. И, ну, получается, что мы живем не вдвоем, а втроем. Вместе с ее котом. Я пытаюсь к этому привыкнуть как-то минимально хотя бы. Соф, по-моему, ты очень быстро переобулась. Ты мне звонишь, говоришь о том, что у вас там с Милди терки, а сейчас вообще абсолютно другое. Я не против кота как такового. Я просто вижу негатив, который переносит на себе Милди из-за этого кота несчастного. Я не против жизни совместной с Милди, я не против кота. Я просто понимаю, как сильно ее это все ранит, потому что на нее это, выливается, я уверена, что рано или поздно с котом придется попрощаться. Тёма вот ходит тоже, обижается, что Рус ни разу еще не ночевал с ним в комнате. Ну, вроде бы ни разу еще. Типа он постоянно... Нет, он уходит в комнату Лины постоянно. Все бы отлично, только вопрос, зачем мы приехали в Икею? Ну, у ребят новоселье, и мы решили собраться все вместе в Икее и подарить им подарочки. А собрались мы ребятами, которые с ними вместе не живут. Если вы сейчас меня разбесите, будет хуже. Давайте конкретно решим, что нам нужно. Я ждал вас почти час. Полчаса. Тебя полчаса, а ее час. И времени не так много. Поэтому давайте мы конкретно решим, что брать, возьмем и все по своим делам поедем. Куда спешишь? Мне кажется, не под... Спешим? Вообще-то мы опаздываем. Так, все, давайте, пожалуйста, без негатива. Пойдемте просто возьмем кружки. Мы приехали купить подарки. Пойдем.
Ребят, как вы думаете, сколько пар будет в этой квартире, учитывая, что у нас их уже 2? Хорошо, что я там не живу. Почему 2? Ну, Тёма, Милди. И кто еще? В квартире кто? Ну как, человек не слишком в квартире? Ага. Ты кого имеешь в виду? И Ави? Анжела. Они встречаются. Они встречаться начали? Когда они успели, блин? Я не знаю. Рус этот, как он? Бабник. Любовь Казанова. У меня реально есть вопросы к Русу небольшие, потому что, ну, мы же все знаем, что он встречается с Анжелой. А спит-то он с Линой. Короче, девчонки живут вместе. Я живу в другой совершенно комнате. Одна, живу, кайфую, никого не трогаю. Они меня заводят в свою комнату и начинают спрашивать, как дела, как жизнь, открыта ли ты к новым возможностям. Вот это вот Софьина любимая. Я думаю, что вы от меня хотите? Я вас не люблю, вы мне не нравитесь. Ну, отстаньте. Чё, Лен, как ты? Комфортно со всеми? Да. А с кем комфортнее всего? Ах вы! Ну, рассказывай. Ну, по-моему, я уже говорила, что сложно понять. Вы знаете, потому что у нас вайб. Вот Тёма недавно просто говорил, что интересно, почему Руслан вообще не ночует с ним в комнате. Вообще, то есть он уходил постоянно. И этой ночью он тоже ушел, но в комнате уже была ты. А я, кстати, не знаю, ну вот сегодня... Ну, просто, типа, она была пустая, и поэтому он не была тусовался ты? там. Меня в ней не было до этого. Он все равно в ней тусовался. Мне кажется, пока меня здесь не было, в моей комнате поспали уже все по очереди. Нет, кстати, только Руслан. Ну, в смысле? Никто мне не спал, все сразу. И которые... Нет, и кто люди, которые приходили, тоже не спали там? Хорошая. Это, кстати, жестко прям, на самом деле. Ну, давайте называть вещи своими именами, мы про Анжелу сейчас. Они говорят, а ты знала, что они переспали в твоей комнате? Ну, типа, пока тебя не было. Ну, а что я скажу? Я не знала, конечно. Вы спрашиваете, а ты знала? Нет, не знала. Что мне? Руслан сам подойдет и скажет, а мы переспали в твоей комнате, знала? Типа, конечно же, он так не скажет. Ты говоришь, нет, наверное, можно, раз реалити уже на то вышло. Типа, ты меня спросила, что мы делаем, я тебе расписала, что мы делаем. На самом деле, я в этот момент в порыве вот так искала наушники, потому что Рус с Анжелой громко трахались на всю хату в комнате Лины, на ее диване. Очень громко. Когда она шлепнула первый раз, я испугалась. Вы меня подставляете. Когда она приходила, они позиционировали себя как пару. Они встречаются, ну, если я все правильно понимаю. Еще вчера он говорил, что они по-прежнему вместе, но сегодня вы с ним типа спали на одной кровати. Опа! Он тебе не говорил это? У вас только дружеский вайб или... Так он не говорил. Он не говорил Лине не про Анжелу. Она... Ты реально это не знала? Ты сказал прямым текстом, мы с Анжелой никогда не встречались. То есть ты соврал, получается? Тебе? Да. Прям в глаза на минуточку. Хорошо, окей. Я соврал. Тебе, получается, соврал? Да. Потому что я не знал, что мне делать. Потому что я метался, типа, я чувствовал вину. И поэтому я не знал, как выбраться из этой ситуации. Сказать правду, это было бы просто закопать себя. Поэтому я и соврал. Поэтому ты решил закопать себя чуть позже. Разница. Я и так бы это сделал. В любом случае, правда бы выплыла, и, ну да. Ладно. Правда выплыла. Очень жаль, что мы с тобой знакомы. Я помню, как ты провожал до дома. Мы с тобой спустилась до дна. Твои слова — это вода. Ты крутил моей любовью и скурил ее до дна. Беру бензин, поджигая все вокруг. Знаю о тебе все и всех твоих подруг. Я не влюблена, нет, я не влюблена. Я лучше буду одна. Я лучше буду одна. Любовь завяла, как букет. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Охайо. Блин, у вас квартира. Белые стены, мне нравятся.
И да, кстати, сейчас я впервые увидел Эмиля. Реально? Да, я до Короче, этого ни разу с ним не пересекался. Мы даже заочно знакомы не были. А мы заочно как-то были знакомы, но я больше чем уверена, что он меня не помнит. Это чё? Дай. Что это? Да блин, я хотел... Это Тёме и Лине. Алине. Их надо соединить. Ребята, они соединяются вместе с собой. Они все драконы. Я не знаю, заметил ли кто-то из ребят или нет. Ты мне все уши прожужжал. Ну, блин, я просто заметил, не знаю. Мы ребятам подарили 2 сердечка, которые могут друг к другу прикрепляться, типа 2 сердечка в одном, там, love. Вот. Но Тёма протягивал сердечко Милде, и она почему-то его не брала, головой еще начала вертеть. Я не вправе ни в коем случае никого осуждать и как-то комментировать особо эту ситуацию, но было странновато, типа, просто взять игрушку. Тот шкафчик залез на секунду. А может сердечки не соединить? Я им сказала, соедините сердечки друг с другом, они сами с собой. Они в ссоре просто сегодня. Просто 2 разных сердечка, но там нужно было скрепить их ручки. И я такая отдаю Алине, отдаю Тёме, скрепляйте. И Алина такая говорит, нет, я не буду этого делать. И Тёма такой сидит. Я забираю игрушку, я скрепляю, такой даю Алине, вот, мол, держи. На что он такая, нет. Нет, сними, да. Я говорю, не надо. Что? Ладно. Так. Ну что, Я подушники надо. Я тогда на самом деле не поняла, почему она так отреагировала. Вот именно в ту секунду, именно в ту, я не поняла, почему она так отреагировала. А потом мы все как поняли, поняла? почему. Я просто спросила Алину, что случилось, в чем проблема, почему нет-то. И Тёма, знаете, он не спросил, что случилось. Он такой, Кот случился. ладно. Я сказал да. именно ту фразу. Кот случился. Он сказал, кот случился, и все. И у Алины тут понеслась. Как бы я говорил, что у меня съемки. У меня закончились съемки, я придерживаю. Тем более тебе я говорю. Ну, чуть-чуть перебор. Тём, реально. И вообще, типа, все. Я честно, я типа этого котика через неделю уже отвезу. Да я честно заказала все, что чтобы типа не было уже. Просто мы сегодня реально закрывали двери, поэтому он обоссал. Да все нормально. Ну ничего нормально, это же сейчас как минимум 3 раза за последний месяц. Один раз я сказал, что типа кот. Все. Кот случился. Все. Но в любом случае ничего плохого я не имел в виду. И задеть тоже никого абсолютно не хотел. не Просто как шутка. Не оправдывайся ты. Да, как не оправдываться? Ладно, оправдывайся. Спасибо. Просто простите, пожалуйста, правда. Я прям не хотела, чтобы такое было. Ну типа, ну хватит. Чуть-чуть хотя бы. Хотя бы Тём ты, реально. Я подушку сделал. Я считаю, что Милди слова Тёмы воспринимает слишком близко к сердцу. Да, 100%. Да. А Тёма иногда не чувствует грань. И просто им нужно больше говорить. И понимать друг друга. Ну, типа, все не так решается. Плачет. Нет. Ну, Милди плачет, это как будто классика, ребят. Нет, Опа. Нифига себе. Контент хотя бы посмотрите, что вы тоже опа. Как будто я новость сказал. Да, я в тот момент, как я сказал, контент Милди, это Милди, типа, меня это никак не удивило. Просто Милди такой Что, он человек. заплакал? Да. Ну, это Тебя удивляет, когда Милди плачет? Я не видела в жизни, что Милди плачет. Типа, я реально... Она в первую встречу знакомства плакала. Так же? От счастья? А? От счастья? Нет, она в первый день заплакала. Мне там что-то... Она волновалась, что-то там. Ну, я ничего не говорю, окей. Меня в плане... не было. Это не обесценивается. Это не тот самый случай, когда плевать вообще. Нет, просто я понимал, что она сейчас чуть-чуть поплачет, кто-то ей что-то скажет, но она успокоится, я поэтому себя так вел. Мне, в принципе, ладно. Все. А если бы я заплакала? Подошел бы? Да. Ладно. Не воспринимайте слова как ну, претензию прям, к да. тебе. Это не к тебе. Это кот. Ну это реально, Это котов. животное, это даже не Да, просто как факт. Мне сейчас, если честно, немного неловко, потому что кажется, что я вынуждаю тебя избавиться от твоего любимца. Не-не-не, не только ты, все ребята. Ты чувствуешь какой-то эмоциональный натиск от них?
Ну, на самом деле, да. Типа, вообще, да. Типа, вы постоянно рофлите то, что мой кот вообще не очень, я только из-за этого отдаю его. Ну, если честно, ты как бы... Но это же мой друг, типа, ну, у тебя никогда не было домашних животных, и ты не понимаешь. А это мой кот, которого я вырастила с месяца. И я его очень люблю, и мне очень сложно его будет отдавать. Ну, то есть, типа, я понимаю, что по-другому никак, сейчас съемки и так далее, и плюс вы не привыкли жить с животными. Это не вам в минус, ну, то есть я все это понимаю. Но вы тоже должны понимать то, что это как мой ребенок, которого я вырастила, и у меня была реально жесткая депрессия, я только из-за него вставала, и вы, типа, жестко над ним рофлите, вам с ним некомфортно, я это полностью понимаю и принимаю, поэтому я его, ну, отдаю. Но в любом случае мне очень тяжело. Ну, ты тоже должна понимать, что... Так я понимаю, поэтому я его отдаю. Я не знаю. С этим надо? Новый участник? Да. Нет, я не хочу новых участников. А если новый участник, где Не надо нам больше участников, ребят. No. Я вот единственное не понял, с чего вы вообще взяли, что новый участник придет? Нам сказали, Сюрприз. Сюрприз, Ну, будет а почему сюрприз. сразу участник? это первое, о чем я подумала. Новый участник, сюрприз. И все. И мы начали накидывать. Докидались. Мне так все нравится. А если будет новый участник, то он, наверное, будет жить вместе Давайте его с Линой? жестко встретим. Если новый участник, прям... Нет, Руслан веселился уже. Ну, не в всё. плане бить, как Я жестко, слушал, проверить на уже прочность Я его. уже Я могу веселился, сразу да. сказать, кто по масти. Чего? Не знаю, просто спросил. Нет, но я догадываюсь, кто это будет. Я тоже. Рома нам скидывал как-то девочку одну. Но она, честно, не очень. Мне тоже она не понравилась, я просто не хотела ее в команду, честно говоря. Тебе насрать, ты не в скайпе. Ань, винная. Вот, смотрите. Все присоединяйтесь, он правильно вещите. Крынге. Да и ладно, весело. Я хочу вот поддержать его. Никто не согласился, к сожалению. Весело, нормально. И грустно от этого, потому что нас очень много. Ты же здесь живешь, да? Причем реально не живет здесь, такого будет грустно, если новый участник. Реально один пацан очень нужен, без шуток. Нет, пацан согласна. Пацан, окей, но я сейчас девочка. Комбол очень нужен. Ой, начинается вот. Нам мальчик в команду нужен. Чё парня? Понятно? Нам парня хочет. Но у нас мало мальчиков в команде, реально нужен пацан. Угу. И тебе тоже. Ну, я не против. Нет, просто были предположения, какая девочка у нас может быть в команде, и если мои предположения подтвердятся, я не знаю, что. Там стучат. Открывайся! Кто хозяин?